Лето, солнце, свежие фрукты, ягоды. Давайте радовать себя, давайте баловать себя. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Берем 250 грамм муки высшего сорта, 25 грамм сахара, 125 грамм сливочного масла, холодного из холодильника. И напоследок нам понадобится несколько столовых ложек холодной воды. Даже очень холодной воды, я бы сказала. Вы видите, я добавила сюда кусочки льда, чтобы вода была действительно очень холодная. Простейший рецепт. Добавляем сахар к муке, перемешаем ложкой. Масло только что из холодильника. И теперь мы вот так вот нарежем на маленькие кусочки. Можно было, наверное, взять доску, было бы удобнее. Теперь добавляем это масло к муке с сахаром. Нам понадобятся кончики наших пальчиков. Мы будем втирать муку и масло друг в друга. Постарайтесь долго это не делать. Чем быстрее, тем лучше. Несколько минут и все готово. Посмотрите, какое должно получиться. Видите? И теперь, чтобы получилось тесто, это же не особенно на тесто похоже, правда? Добавляем очень холодную воду. Для начала добавляем 2 столовые ложки. И затем будем по необходимости добавлять по столовой ложке. Теперь перемешайте все это. По-моему, воды еще недостаточно. Я чувствую, что еще 2 столовые ложки будет нормально. Также продолжаю перемешивать. Кстати, с этим тестом не надо долго возиться. Я думаю, что еще 1 столовая ложка будет то, что надо. Вот, и достаточно. То есть в итоге я добавила 5 столовых ложек. И все, тесто готово. Вы видели, как это просто? Это не просто, а супер просто. Теперь нам понадобится вот такая пленка. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник минимум на 30 минут. Можно дольше. Вы можете приготовить это тесто заранее и поставить в холодильник даже за сутки раньше. И когда вам нужно, достали из холодильника и готовьте. Это лучшее тесто для сладких и несладких песочных пирогов. А теперь приготовим чудеснейший миндальный крем. Вот ингредиенты для приготовления миндального крема. Сливочное масло, миндальная мука, сахар. Это все по 100 грамм. 50 грамм обычной муки, любой муки. 2 яйца и ванилин или миндальный экстракт. Сливочное масло должно быть мягким. Добавляем сюда 100 грамм обычного сахара. И миксером хорошенько все это перемешаем. Теперь добавляем сюда 100 грамм миндальной муки. Миндальная мука – это просто измельченный миндаль. И тоже все вместе перемешаем. А теперь добавляем 2 яйца сюда же. И также добавим сюда ванилин или миндальный экстракт, что у вас есть. И опять миксером хорошенько перемешаем. Перемешиваем всего лишь до образования однородной массы. Не нужно долго взбивать, перемешивать. Добавил, перемешал. Образовалась однородная масса, добавляем следующий ингредиент. И на этом все. И уже в самом конце добавляем 50 грамм муки. Мука любая подойдет сюда. Любая белая мука. И напоследок опять миксером слегка перемешаем, чтобы мука равномерно распределилась в этой смеси, в этом креме. Чудесный миндальный крем готов. Так как в этот крем мы добавили
яйца, поэтому этот крем сырой нельзя кушать. Обязательно этот крем нужно будет добавить в сырое тесто и выпекать с этим кремом. Вы влюбитесь в этот крем. И вы видели, как просто это готовится. Посмотрите, какие чудесные формы у меня есть. Они 3 разных размеров. Посмотрите, некоторые с достающимся дном, а вот это, например, целое. Можете использовать любые формы, какие у вас есть. Теперь я их смажу маслом слегка. Я уже не раз рекомендовала вам, когда масло заканчивается, сохраняйте вот эти обертки от масла, и потом ими очень хорошо, удобно можно смазывать ваши формы для выпекания. Все формы смазаны сливочным маслом, и на этом все. Прошло минут 30, даже может быть чуть больше, и теперь приступаем к раскатыванию этого теста. Теперь я вам расскажу, как очень просто раскатать вот это тесто без муки. Смотрите, это пленка снизу. Теперь сверху также накрываем другой пленкой. Берем вот такую скалку и раскатываем. В этом случае нам мука не понадобится. А если мы не воспользуемся вот этой пленкой, тогда придется добавлять муку при раскатывании. Примерно должны мы раскатать это тесто толщиной полсантиметра или 7 миллиметров примерно. Видите, как легко раскатывается? И теперь берете вот эту форму и вот так вот прикладываете. И вот так вот пальчиками хорошенько распределим это тесто в нашей форме. Вот одна форма готова. Убираем. Теперь давайте вот такую побольше форму возьмем. Вот так придавили. Также пальчиками равномерно распределим это тесто. Это чудесное тесто, из него можно сделать столько вкусного. Можно сюда и сладкую начинку, и не сладкую, любую по вашему желанию. Результат будет превосходный. И вторая форма готова. То же самое проделаем с остальными формами. Посмотрите, сколько чудесных пирожных я сформировала. Перед тем, как добавить крем сюда, сделайте вот вилкой вот такие вот проколы на дне вашего тарта, чтобы они не сильно раздулись. Можно вот прямо так вот выпекать вот эти корзиночки, затем заполнить их заварным кремом, украсить ягодами. Тоже очень вкусно и очень красиво. Обязательно сделаем как-нибудь и этот рецепт. А сегодня я буду использовать этот чудесный миндальный крем. Заполняем этим кремом наши формы. Примерно на 2/3 заполните эту форму. Здесь, наверное, у меня чуть-чуть много получилось, но ничего страшного. Как раз хватило на все наши тарты этого крема. Посмотрите, какие чудесные ягоды и фрукты у меня на столе. Можно выпекать прямо с этими ягодами, а можно добавить уже эти ягоды в готовые тарты и украсить свежими ягодами готовый миндальный тарт. Я хочу сделать и так, и так. Часть я буду выпекать вместе вот с такой чудесной голубикой. В некоторые тарты я добавлю уже свежие ягоды после того, как достану из духовки. Переносим на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Выпекаем до золотистого цвета. Когда вы увидите, что ваши тарты приобрели золотистый цвет, значит готово. На выпекание вот этих маленьких тартов у меня ушло 25 минут. А вот эти
чуть подольше, 30 минут я их продержала в духовке. Теперь дождемся, пока они остынут, и затем продолжим. Пока наши тарты остывают, подготовим ягоды. Вымытые ягоды разрежем на 4 части. Конечно же, в зависимости от размера вашей клубники или ежевики. Ежевику я, наверное, на 2 части вот так нарежу. Ягоды нарезаны и готовы украсить собой эти вкусные, чудесные тарты. Наши тарты остыли, и теперь посмотрите, как легко можно достать их из формы. И посмотрите, как красиво, посмотрите, как они хорошенько пропеклись. Следующий точно так же достаем. Как эти формы были без достающегося дна, поэтому аккуратно вот так вот постарайтесь отделить пальчиком и затем переворачивайте. И видите, тоже очень просто достать. Сверху можете обсыпать сахарной пудрой перед тем, как подать на стол. А эти тарты мы украсим вот этими чудесными ягодами. Для того, чтобы приготовить глазировку, нам понадобится абрикосовый джем. Перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Можно добавить совсем чуть-чуть воды. Вот столовую ложку я добавлю, совсем чуть-чуть. И затем на медленно среднем огне доводим этот джем абрикосовый до горячего состояния, чтобы он стал жидковатый. Как только он разогреется и слегка начнет закипать, сразу же убирайте с огня. И глазировка для фруктов будет готова. Получится чудесно. Именно абрикосовый джем рекомендуется использовать для глазировки. Посмотрите, уже хорошенько разогрелась. Видите, не надо доводить до кипения. Увидели, что горячая, и все, убирайте с огня. Глазировка готова, ягоды готовы. Осталось только украсить по вашему вкусу вот ваши тартики. Как вам нравится, это уже ваша фантазия пусть вам подскажет, как лучше. Даже так выглядит очень аппетитно. Если мы обмажем вот этой глазировкой, то будет еще вкуснее и еще красивее. Берем кисточку и аккуратно обмажьте ваши ягоды. Посмотрите, какая красота получилась. А на вкус, ой, на вкус вы должны попробовать. Это так вкусно, но это самый чудесный тарт в мире. А вот эти тарты перед подачей можно обсыпать сахарной пудрой. Будет еще красивее, посмотрите. Вот так обсыпали и готово. Вы видели, как просто? Да? Теперь готовьте. Пока на дворе сезон свежих ягод, приготовьте эти чудесные тарты. Зимой тоже можно приготовить. Используйте зимние фрукты. После глазировки они будут выглядеть тоже очень аппетитно и вкусно. Приятного аппетита! Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Я вам очень-очень рекомендую. Это так вкусно. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, а мы будем и дальше для вас стараться.